Да? В сравнении, как бы, здесь все люди, кто кастомит под XCAD 4, так или иначе, ну, немножко под LC2, то есть, соответственно, я очень часто буду говорить относительно XCAD 4 ветки, ну, возможно, где-то там относительно Magento, например, каких-то других решений на рынке. Вот, общее описание, то есть это приложение построено на PHP 5.3 и выше, не ниже. Используется OOP, используются namespace, то есть все технологии PHP 5.3, которые там появились касательно OOP, они как бы все используются в полной мере. Вот. Соответственно, все преимущества OOP понятны. Что дальше? Был упор при разработке сделан на модульность, то есть главное было, чтобы софт расширялся. Вообще и не было другого пути его расширять, кроме как модуль, и модуль мог врезаться куда угодно. То есть, чтобы модуль мог повлиять на все. То есть, потому что как по опыту XCAD было такое, что там, ну, конечно, не операционная система, но делали там много из разных вещей, чтобы он тоже позволял делать изворотнейшие вещи. Не просто так, чуть-чуть, как бы все, полностью. Вот. Также относительно LC2 была решена проблема с тем, что он медленно искал по базе данных, он считал, что LC2 выгребал все данные в память. То есть тоже это было решено. И в связи с тем, что все на модулях, все есть функционал, то решена проблема апгрейдов, то есть новая версия модуля выходит, она скачивается, замещает текущую, запускается маленький как бы хук апгрейда с предыдущей версии, который там что-то там надо в базе доставить, он доставляет, что-то там надо. Причем это именно касательно данных в базе, то есть структуру данных менять не надо, это берет на себя сам софт. В XCAD, когда что-то надо менять в темплейтах, то темплейт просто берется и ковыряется. Мы берем, открываем файл и поехали. Соответственно, здесь тоже это было решено, то есть темплейтов стало много, их можно перекрывать по аналогии с XCAD, замещающей скрин, все точно так же, как в XCAD сделано. Плюс появился механизм аналог из Magento, это списки виджетов, когда в определенном месте вы говорите, не отрисуйся темплейт, а отрисуйся некий именованный список, а другие виджеты говорят, что они просто дети этого списка. И как бы они просто отрисовываются по порядку в этом месте. То есть где вызвался лист, там они по порядку отрисованы. То есть нет такого, что, как в XCAD, что есть головной виджет, в нем там, темплейт, в нем вызывается явно другой темплейт, в нем явно этот темплейт явно, этот темплейт явно. То есть темплейты, которые, если вы поищете по коду, они оттуда не называются. Ну, на самом деле фиг, они называются просто неявно. Соответственно, совсем много мест неявных вызовов, соглашений об именах, которые вроде бы вот так, с одной стороны, как бы с точки зрения разработчика, вроде бы так составил правильно имя метод, и все заработало. Но в отличие от XCAD, grep вам помощник плохой. Также отличительная особенность софта, его плюс, это была внедрена библиотека ORM, это работа с базой данных, она закрывает от приложения вообще понятие базы данных. То есть вы оперируете объектами, скажем так, бизнес-уровня. То есть если есть продукт, то вы не пишете, то есть вам надо создать продукт, вы не пишете явно в базу там, концерт. Вы создаете объект, задаете у него там цену, имя, еще что-то, и говорите система ознакомься с этим новым объектом, а потом система синхронизуйся. То есть и вот это общее состояние объектов всех, которые вы запомнили так или иначе, вытащили из базы, создали заново, оно синхронизируется с базой данных. Соответственно, все это работает через PDO, и у вас есть поддержка и Postgres, и MySQL, там MySQL, Oracle, все это поддерживается прозрачно. Именно эта библиотека, вот, доктрина, она обеспечивает, что база всегда актуальна. То есть вы написали модуль, вы написали какой-то вот, в наших терминах это модель,
В старых терминах это таблица, то есть вы написали класс, перезагрузили систему, и как бы таблица сама появилась, вы не говорите какие тейбл, discrete файлов нет. В Xcart Next endpoint, непосредственно, который отвечает за вызов карт PHP, у него очень длинная лицензия и очень мало кода. То есть буквально запуск состоит из ничего. Называется приложение «Запустить». То есть человек не может просто открыть карт PHP или админ PHP и по нему просто понять, что здесь примерно происходит, как-то оттрейсить, ага, вызывается там функ PHP, сейчас залезу в него, погребать функцию, нашел функцию, в нее залез, все заработало. Нет, такого нет. То есть он должен знать общие принципы кода, как построено. Именно поэтому у нас Joy развивает техническую документацию активно, где, в принципе, все, что я рассказываю, там описано. Все не буду рассказывать, там описано. Вот. Из-за того, что мы подробили темплейты мелко-мелко, у нас их стало, естественно, больше, как капитан, как бы я замечу. Вот. Соответственно, если раньше были какие-то большие темплейты, там продукт УПЛ, там и дизайнер знал, он туда залезет, все, что на продуктовой страничке есть, он там найдет. А если не найдет, там мы, по крайней мере, вызов, ну еще один-два шага. То есть буквально еще темплейт, еще один, и он найдет то место, где вот надо продукт. Здесь такого нет, темплейтов много. Опять-таки надо примерно понимать, что где лежит, это где-то приходит с опытом. Что-то описано в документации. То же самое касательно CSS. Получается, что как бы каждый модуль платит свои CSS, каждая какая-то маленькая подсистема, каждый виджет свои CSS, соответственно, CSS много, и интеграторам, возможно, как бы в меньшей степени через темплейты, но придется полазить. Xcart работает от собственного кода. То есть вот у меня есть карта PHP, у него есть функ PHP, вот он запустился, он ее подключил, он работает. Все. То есть у нас то, что лежит в директории, базовой директории classes, это то, что потом будет кодом. Это само по себе не будет работать. То есть сначала специальное микроядро строит кэш классов, правильно выстраивает все деревья. И только после этого вот именно вот этот кэш, это и есть приложение, которое как раз оно и работает. Соответственно, если что-то вы поменяли, то вам надо перестроить кэш. Кэш классов хранится в директории var. То есть вот мы сейчас находимся в папке, где развернут софт сам, Xcent, соответственно, есть папочка var, есть var. Вот в ней как раз есть classes, и в нем уже все файлы находятся, которые непосредственно выполняются. Видно? Более-менее? Более-менее? Вот. Кто его строит? Его строит закрытая система, которую разработчик не должен трогать никогда. Он может заглянуть, но трогать не должен. Это includes. Здесь есть раздел декоратор. Он как раз запускается при старте системы и смотрит, построен кэш или нет. Если он не построен, он его строит. Соответственно, самый простой способ запустить перестройку в кэше — это грохнуть var. R-R. Вот. Кроме вот в эту сборку кэша, на самом деле процедура больше, чем кажется. Она включает в себя предпростройку темплейтов, то есть то, что в Xcart строится вот по мере. То есть запустили темплейт, он скомпилировался в PHP. Здесь тоже принцип, также компиляция в PHP, только здесь она может происходить заранее. Кроме того, происходит сканирование вот view-листов, о которых я говорил, и всякие там макросы, дописываются код в разных местах. Также основной, с этим же связан основной принцип, как у нас работают модули. То есть в связи с тем, что все на классах. Все на классах. У нас есть один единственный файлик, в котором мы держим единственные функции, которые у нас есть, которые мы отнаследовали от LC2. Мы его убьем когда-нибудь. Не переживайте. Недолго. Вот. То есть
как модуль перекрывает что-либо. То есть у вас есть, ну, классический пример, у вас есть продукт, у него есть цена, там, имя, вам надо добавить, ну, я не знаю, вес, если там вес есть, положим. То есть вы создаете свой модуль, то есть все модули у нас лежат, папочка класс, которая базовая. Дальше xlite — это наше общее название, которое, невзирая на то, что мы xCart, оно пока xlite, наверное, будет xlite вечно. Вот. Дальше modules. Дальше имя автора. Краткое имя, именно внутреннее. То есть в случае с кастомами, вероятно, это будет query-team, либо еще как-то. И имя модуля. Дальше у вас есть модель. Сейчас я сразу имеющийся модуль не создавать. Вот. И в этой модели вы просто дописываете, какие поля вам нужны. То есть, также называете from PHP, PHP. Вот. Точно так же называете его from. И говорите, что он наследуется от того самого класса, который вам надо перекрыть. Суть, то есть, в принципе, вроде бы есть. То есть вы на самом деле наследуете от этого класса. На самом деле, за счет того, что мы указываем, что этот класс имплементирует определенный служебный интерфейс, декоратор, когда строит вот этот кэш-класс, он понимает, оба-на, а этот класс, он на самом деле не просто наследует, он вообще не наследует. Он врезается внутрь класса, для которого он прописан наследоваться. Модуль. Мы его перекрыли. Что же будет в Варане? В Варане он будет, но он разобьется на две сущности. В той же самой директории, то есть все то же самое, будет продукт abstract, PHP. Ну, соответственно, как называется файл, так же называется и класс. То есть в него перейдет контент вот этого класса, вашего xlite, модуль product, там, со всякими его там внутренними свойствами, которые были в ядре изначально, с методами, он сюда. Потом будет, потом от него отнаследуется ваш класс, который мы написали в модуле. То есть это будет там модуле, в данном случае это Max, имя автора, example one, model, то есть от него наследуется этот, а дальше наследуется вот снова вот этот же класс, и он пустышка. То есть вот этот класс, у него фигурные скобки открылись, фигурные скобки закрылись. То есть мы фактически поменяли дерево наследования так, чтобы методы вашего класса из модуля встали поверх вот этого класса, который вы хотите перекрыть. То есть если в классе был метод getPrice, вы можете у себя в модуле в таком же классе создать метод getPrice, который возьмет предыдущее значение и прибавит к нему 10. Соответственно, если вы потом скажете getSet, 10 баксов, 10 баксов, и в базе данных будут расти. Но принцип такой. Соответственно, вот этих цепочек может быть бесконечно много. То есть может 20 модулей, которые перекрывают один класс, и они все меняют что-то, они добавляют какие-то методы, они добавляют какие-то свойства. Вот. Это применимо ко всем классам, включая класс xlite базовый, это приложение. Более того, на самом деле есть тонкость, что даже класс называть похоже не обязательно. Главное, чтобы он лежал у вас в модуле. То есть главное, чтобы он имитировал интерфейс, вот тот самый. То есть он должен, это xlite, base и декоратор. Вот. То есть если он имплементирует
вот этот фейс, это считается, что он декорирующий класс. Сам механизм построения кэша, он опирается на него и на тот класс, который экстендит ваш класс, и как построено приложение в общем. То есть применяется известный архитектурный паттерн МВЦ, то есть у нас все приложение разделено на модели, виджеты и контроллеры. То есть контроллер — это сущность, которая забирает данные у пользователя и преобразует их, запоминает их в моделях, запоминает ли модель, меняет ли модель. View — это то, что показывает пользователю, тоже при помощи модели. То есть классы модели — это хранилище, View — это на отображение, контроллер — это на запоминание данных, на прием данных. Внутри наших всех классов Xlite есть базовые папочки. Xlite контроллер, то есть классы с Xlite контроллер, там все контроллеры, всех зон, кастомерки, админка, все там. Дальше есть модели, здесь все модели, которые есть в гидре. Это всякие профили, это заказы, категории, карта, всякие шиппинги, включая всякие там базовые модели, абстрактные, от которых там можно отнаследовать в будущем продукты и прочее. И дальше у нас View, то есть здесь у нас собраны, здесь все классы, отвечающие за отображение. То есть если что-то надо показать, что-то HTML, то есть это все здесь. Даже если это какое-то почтовое сообщение, оно тоже здесь, принципиально. Даже если это почтовое сообщение текстовое, то есть тоже здесь. Единственное исключение для отдачи — это отдача через JSON, она у нас осуществляется на уровне контроллера. То есть если что-то надо отдать через JSON, мы это внутри контроллера отдаем через специальный метод и и все. То есть здесь виджеты не задействованы. Все остальные сразу по директориям скажу. В Base здесь собраны классы верхнего уровня и всякие классы, например, синглтон, которые реализуют определенные паттерны. Core — это наши незабвенные утилиты, там свалено все, что мы не знаем, куда это деть. То есть там, с одной стороны, лежат всякие нужные вещи, типа, например, Xlite Core Database — это класс, отвечающий за работу с базой данных в целом. Там же, в общем, всякие там дата-транспорты, в общем, всякие вещи. Дальше есть из важного модуля, понятно, там все модули, Logic, там собраны классы, которые в себе запирают какую-то логику. То есть, сейчас ее пока мало, то есть это вопрос решения. То есть что-то, что не модели, не данные, но много вычислений. То есть вот они дают. Пример. Вот, конечно, сильно вперед. У нас заказ рассчитывается на базе списков модификаторов. И вот процессы модификаторов — это шиппинг, это налоги, они как раз это лоджик. То есть логика уровня расчета карты не верхнего уровня, а такая маленькая, она вот это лоджик в частности. Модель у нас летая, то есть есть обычно выделяет как database entity и business entity. То есть у людей было бы хорошо завести изначально два класса. Один класс, который трансформирует понятия, заложенные в таблице, в понятие, скажем, в бизнес-понятие. Потому что иногда некоторые поля удобно в базе хранить, например, в двух полях, в трех полях. Например, я не знаю, какой-нибудь SKU. Например, SKU ведь может состоять из префикса провайдера и SKU непосредственно продукта уникального. Но с точки зрения бизнес-сущности SKU один. У нас нет, это не сделано, то есть модель одна. Если в ней есть SKU, то это SKU, оно прям как в таблице хранится SKU, такое оно будет и у вас. То есть если вам что-то надо это как-то показывать иначе, это все сделано на уровне view, на уровне отображения пользователя. Соответственно, и вся бизнес-логика, там, посчитать карту на верхнем уровне, она тоже в модели. То есть вы говорите явно модель, посчитайся, или модель там что-нибудь такое. То есть,
сделайте. То есть у шиппингов эта модель там только считайте. Дальше. Но кроме этого разнесены, то есть если случайно в директории модуль лежат классы моделей, то есть модель называется одна запись в таблицу. То есть там явно продукт. А отдельно в слайд модул репа лежат классы репозиториев. Это фактически классы таблиц. То есть не классы, то есть за этим классом мы выступаем под ним, что он ассоциировал с собой с бесконечным множеством вот этих моделей. То есть если на карте есть функция calculate, то на репозитории карты все различные там, поиск заперт в этих репозиториях и какие-то операции, которые характерны сразу для вот этого бесконечного множества. То есть удалить все – это репозиторий, удалить конкретную модель – это продукт. Соответственно, посчитать, например, все карты, там, я не знаю зачем, это опять-таки тоже репозиторий. То есть, например, обнулить все – это тоже репозиторий. Обнулить по некому абстрактному кондишну – это тоже репозиторий. Там, найти, у нас, например, многие, у нас есть, с одной стороны, общие методы типа search, которым даешь массив условий, он тебе выдает там, я нашел 10 продуктов от 100 баксов до 1000 баксов. А есть конкретные именованные методы в репозиториях, типа найти активные продукты, там, например, какой-то категории. То есть в них заперта именно логика нахождения именно активных продуктов по use case. То есть этот метод используется в кастомике, например, чтобы вытаскивать, у категории такое есть, продукты именно применительно от категории определенной. То есть, соответственно, если у вас есть кастома, чтобы повлиять на это, показываете у категории каждый второй продукт. Вы просто перекрываете этот метод и добавляете там условия в нем. Кроме этого, что касательно моделей, отдельно вынесены классы query-билдеров. То есть он, вот эта доктрина библиотека, нам предоставляет возможность строить запрос к базе не на SQL, а собирая запросы, то есть вы создается отдельный класс query-билдер. И вы говорите, так, query-билдер, ты выбираешь данные из продуктов, добавляете условия прям там там цена больше 10, но меньше 1000, например. И вот дедбай такой-то, то есть вы фактически не на SQL это пишете, а при помощи методов на PHP пишете. Вот. Потом вы его выполняете, и как бы вот он массив этих продуктов, которые вы хотите найти. У нас отдельно можно для каждой модели определить свой query-билдер. Это нативно, он сам автоматом подхватится только потому, что файл создан. То есть ничего объявлять не надо дополнительно, как репозиторий. Репозиторий можно не прописывать отдельно. Вы его создали файл, все, он подхватится сам. То есть соглашение у меня, о чем я говорил ранее. Query-билдер отдельный же нужен для того, чтобы вы в нем могли запирать опять-таки какую-то логику. То есть, например, найти все активные продукты. Есть в query-билдере продуктов прям метод, типа там only active. И вот в нем определяется, а что это за условие, что продукт активен, доступен. Соответственно, если вы перекрываете, то есть вы решили, ваш модуль в чем? То есть, например, продукты выключаются все по вторникам. Замечательно, да? То есть вам ведь не надо редактировать базу. Зачем? То есть у вас там миллион продуктов. Не будете вы говорить, сегодня там первая секунда вторника, выключите все продукты. Нет. Вы можете перекрыть это условие и в нем сказать, что вот если вторник, то типа true равно false. Все, ни один продукт не будет выбран. И все, значит, это же можно сделать в репозиториях, казалось бы. То есть у вас же есть там find active. Но на самом деле при помощи этот query-билдер, он же используется и в других методах этого репозитория, и просто при поиске. Не перекрывать же вам все методы вот эти поиска. Тем более, что ведь кто-то мог написать свой такой метод. То есть пришел какой-то модуль и написал, расширил также репозиторий и написал свой метод поиска. То есть таким образом вы перекрываете вот
центральную сущность, при помощи которой ищутся просто все продукты. И меняете поведение. Про контроллеры. Контроллеры отвечают только за прием данных. То есть, если пользователь что-то нажал, там какой-то экшен произошел, данные пришли, контроллер внутри себя данные просто запомнил как-то, валидировал как-то, неважно как-то что-то с ними сделал, что-то сделал с моделями, там, я не знаю, файловую систему удобно, я не знаю. Вот. Больше он, в принципе, ни за что не отвечает. Единственная у него маленькая роль, которая, в принципе, никогда не трогается, это он определяет виджет верхнего уровня, который будет отображен. Но, в принципе, в связи с тем, что виджет он всегда один, то есть он всегда показывается, что надо, то, в принципе, перебивать его нет смысла. То есть, соответственно, контроллер выглядит достаточно скромно, там объявляется так, там, action там save, action update какой-нибудь, action там delete и общее, например, что еще контроллер может объявить? Ну, что-нибудь на уровне, как называется текущий page. То есть там page там называется там messages или там settings. Вот. Соответственно, в контроллере практически не происходит выборки данных. Соответственно, где-то они должны выбираться, они выбираются виджетом. Это X-Light View. Соответственно, если какой-то виджет, например, виджет отражения продукта, X-Light View тоже. А если ему надо показать продукт, он сам выберет продукт из базы, он достанет эту модель и в себе ее будет хранить. И дальше, когда он будет рендерить свой темплейт, именно в нем будет заперта эта модель. Соответственно, так делают все виджеты. То есть каждый виджет, если нужны какие-то данные, именно он их достает. То есть это не контроллер заранее их достает. Нет. Такие прецеденты, правда, есть. У нас есть исключения, то есть контроллер может что-то достать, но если он это что-то достает, это супер-супер общая вещь. То есть вот, кстати, для страницы продукта он достает это самый один единственный продукт. Но, например, если контроллеру, если какому-то виджету надо показать категории в виде силикбокса, он сам достанет категории нужного уровня, там, например, только первый уровень может достать, и сам их покажет. То есть вот он достал, сформировал силикбокс, отобразил ее, все в нем. Плюс такой системы вы не зависите ни от кого. То есть все ваши виджеты в ваших модулях, вы их достали, вот ваши данные, вы с ними работаете. Минусы, вы вроде бы, есть такой нюанс, вы можете доставать данные одни и те же в соседних виджетах. То есть если вам надо показать этот силикбокс несколько раз, то вроде бы раз вызвали виджет, два вызвали виджет, три вызвали виджет, но каждый раз, по сути дела, будет вытаскивать категории. На самом деле это не так, потому что нас здесь спасает доктрина, она хранит все выбранные модели у себя в кэше, в текущем. То есть если вы говорите, а ну-ка продукт, достай ее по продукту ID все категории, она говорит, о, слушай, я такой запрос уже делала. И модели у меня уже есть, вот они. То есть в базе запросы будут. А что касательно темплейтовой части, используется движок Flexi, это фактически LC2. Все, что было в LC2, оно все в силе, ну, там за мелким исключением. Соответственно, это не Smarty, он проще Smarty, но это и хорошо, мы даже хотели делать его проще, но как-то не пошло предложение. А почему проще и почему это хорошо? То есть, если в X-карте, скорее всего, за счет того, что Smarty просто позволял. То есть Smarty позволяет писать логику прямо в темплейте. If бла-бла-бла, and бла-бла-бла, and бла-бла-бла, вот такое условие, то div не показывает в маленький. Здесь принципиально вся логика, которую вы пишете, которую мы пишем, которую вы будете перекрывать, она внутри класса. Я же помню класс. Есть метод какой-нибудь isVisible, из div номер 1 visible, из div номер 2 visible и прочее. Вся логика в них. Чтобы потом, даже когда вы пишете модуль, который, казалось бы, кастома, который никто не будет перекрывать на модуль, потом кто-нибудь придет и захочет в ваш модуль вклиниться, и лучший способ вклиниться в чужую кастому написать модуль, который вот перекрывает этот модуль.
каких-то сложных конструкций во флексе, в темплейтах нет. И, конечно, вы можете что-то там написать, там есть ифы, там есть, тоже можно написать end, что-то такое, но не надо так делать. Вся логика, которую вы будете писать, она входит в PHP. Соответственно, если какие-то данные надо подготовить, как вот было в смарте, что мы как-то выгружали какие-то переменные, создавали прям в темплейте, тоже такого нет. То есть метод, вот он отдает данные, вот его вызываете, вот пожалуйста. То есть все, что надо, готовьте в PHP. Что-то там надо перестроить, я помнится, вот в X-карте был виджет списка продуктов в виде матрицы, там 3×3 грид. То есть там он в первых версиях он строился прямо в темплейтах. Фабричем отдельно строились данные, прямо в темплейтах строились. То есть здесь нет. То есть вы сначала выгрузите продукты, в отдельном методе построите эту матрицу 3×3 и потом ее показываете просто фабричем, чтобы у вас в темплейте только отображение максимум, то есть там HTML entities какие-то модификаторы, как это сказать. Касательно общего запуска приложений и endpoints. Endpoinты, в принципе, вам самим, они без особой надобности. Потому что, ну вот я показывал вам, как PHP. Ну что, в нем главная лицензия. Лицензия занимает подавляющее большинство места в этом файле. То же самое админ PHP. Админ PHP отличается одной переменной. Здесь ничего нет. Но endpoints всего 3, это как PHP, это админ PHP, ну непонятно. И консоль PHP, он создан, чтобы специально с консоли можно запускать тоже в наше приложение. Естественно, соответственно, они по роутингу, они будут упираться их запуск в вызовы контроллеров из 3 подкатегорий. Это классы slide контроллер admin, это admin PHP, xslide контроллер customer, это card PHP, и xslide контроллер консоли, это консоль PHP. Соответственно, роутинг у нас достаточно такой простенький, то есть он по переменной таргет, который вот вам на вход дается, то есть, например, вот это, еще target messages. То есть ровно по таргету определяется имя контроллера, то есть буквально xslide, то есть это админка, xslide контроллер admin messages PHP, соответственно имя класса будет xslide контроллер admin messages, то есть вызов будет опираться на него. Все. Сама процедура роутинга у нас примитивная, она не поддерживает, например, переключение между контроллерами. То есть, если один из контроллеров решил, ой, слушайте, а давай-ка я вызову другой контроллер в Zen фреймворке. То есть, каких-то директив для этого нет, он должен просто его new, имя класса и прямо его вызвать. Сам, если такое. Соответственно, этот роутинг, в него влезть можно. Он отрабатывает на уровне xslide PHP, это класс приложения, и xslide core request, это класс, отвечающий за вход. Вообще, как раз в нем идет определение какой-то. То есть влезть вы сюда можете, вы можете этот роутинг как-то построить иначе, но это особо часто не надо. То есть вряд ли вы с этим будете. Если я не хочу там какую-нибудь там партнер PHP, не выше какой-нибудь там контроль, мало ли? Можно, то есть в принципе так был создан консоль. Изначально в LC2 не было никакого консоли PHP, то есть он был сделан искусственно. То есть это несложно. То есть единственное, в связи с тем, что этот use case он не частый, то есть он особо нигде не описан. То есть, но несложно. То есть там буквально пару мест. То есть у нас нет какого-то навороченного роутинга, как в Zend, у нас нет какого-то там класс роуты, у нас нет класса диспатчера, такого нет ничего. То есть все заперто буквально в 3-4 функциях. То есть берем таргет, составляем, класс получили, хорошо, нет фотолида. То есть каких-то таких вот там, вау, а что же делать, там, вот там мне указали не то, нет, ничего такого нет.
Отсюда из-за нашей простоты проистекает одна важная особенность. Вы создали модуль ваш Xlite, модуле, Query там EX1, как мы делаем тест. В нем вы создали папочку контроллер, в ней там админ, в ней там messages. Когда билдер кэша классов пройдется по вашему коду в Аране, именно вот класс с Xlite, модуля, ваш модуль, вы этого файла не найдете. Его билдер переместит в общую папку со всеми контроллерами. Где, то есть у вас был админский контроллер messages, он будет лежать в Xlite контроллер admin messages. То есть он явно переместит. Он перепишет namespace, то есть все это будет сделано. Вот, отсюда вывод. То есть у нас, например, есть контроллер product, admin. Соответственно, если ты напишешь контроллер product у себя в модуле, это будет плохо. Это вообще очень плохо скажется на способности софта на данный момент. И так делать не надо. Такая особенность. Со временем мы сделаем, то есть статик будет составным, то есть будет включать в себя имя автора и имя модуля. То есть там query /test /message. Ну или как-то подобным образом. То есть роутинг у нас простой, это хорошо, но он слишком простой. В связи с тем, что мы используем доктринный форму, оно берет на себя весь функционал по поддержке базы данных в виртуальном состоянии. То есть вы занимаетесь только классами. То есть вам надо расширить продукт каким-нибудь полем тест. Хорошо, вы написали прикрывающую модель, добавили просто свойства теста. То есть там, как в базовом, в самом базовом продукте, из чего он состоит. То есть и все его свойства, вот они. То есть вот свойства, просто protect. Это вот его уникальный идентификатор. Вот. Дальше. У меня в принципе, прям сразу структуру класса поясняете перемены. Здесь структура классов не так важна. Здесь главное, в общем, главное в том, что все ваши таблицы, все ваши их нету, все ваши поля нету. Есть класс, есть его свойства. И есть аннотация к нему в комментариях. Именно она говорит, что это свойство в модели, это на самом деле поле. И оно же описывает, что это за поле. Соответственно, вам не надо писать каких-то дополнительных методов. То есть изначально в доктрине предполагается, что вот такие свойства, они протектят. То есть, соответственно, если вы сделаете объект от Xlite модуль product, вы до скуд напрямую не достучитесь как до свойства. Доктрина сама достраивает специальные методы. В данном случае это будет getScoop и setScoop. Ну, один getter, второй setter. И работаете вы строго с ними. Напрямую со свойствами вы не работаете. Но это делается во время построения кэша-класса. Когда вы пишете код, ваш модуль, вам не надо ничего. То есть вот здесь, если поискать, ну, getScoop там может еще будет найден, ну, там какой-нибудь, ну там get-yes, то есть, ну, в общем, здесь не все глубоко. Там, get-name тоже есть. Я, собственно, да. Вот. То есть вам достаточно объявить свойства. Когда вы перестроите, запустите кэш на перестройку, сотрете в Arran, например, доктрина сама увидит, что у такой-то модели вот за счет этой цепочки появилось новое свойство. И она, во-первых, она синхронизирует базу данных. То есть она посмотрит, хорошо, у этой модели с ней связана таблица products. А вот в ней есть поле тест, которое вы добавили? Нет. Значит, мы его туда добавим сами. То есть alter table. Она это сделает сама, никак не надо. Кроме того, здесь есть такие вещи, как связки с другими сущностями. То есть в данном случае это вот категории продуктов. Связка между категорией и продуктом. Эти сущности, они
это те же самые поля, какие-то, например, там продукт ID, категория ID у продукта, там продукт ID у категории. Но вы опять их не видите. Они как бы заслоняются от вас системой. Вы видите только, ага, вот у продукта есть, например, там какие-нибудь сущности, там опции. Вот есть у него множество опций, и там лежат объекты. То есть там не массивы, там не какие-то записи, там именно объекты этих опций. И когда вы добавляете туда опцию, вы создаете объект и просто говорите туда, а вот ты там добавься в эту сущность, там, вот. То есть нет таблиц. И нет ни create table, ни alter table, ни foreign key. Это все строится само. То есть, причем и foreign key, внешние ключи в MySQL, они будут построены вот для таких связок аналогичных. То есть, например, в случае с опциями, если удаляется продукт, его опции будут тоже удалены. Причем будут удалены на уровне MySQL за счет внешних ключей. Foreign key. Вот, например, вот как продукт связан с картинкой. То есть говорится, что одна сущность продукта связана со многими картинками, что класс картинки, вот он, что со стороны картинки есть свойство продукт, которое ссылается на продукт владельца, и что Cascade All это означает, что любое изменение с дочерней картинкой, оно будет запомнено системой. То есть, если вы достали продукт, ведь доктрина она работает от той совокупности моделей, которые вы вытащили из базы, о которых она знает. Именно вот знает. То есть, если вы вытащили из базы продукт, она, вытащился, я о нем знаю. Если вы потом сказали синхронизируйся, она, что, о чем я знаю? О таком-то продукте. Так, что в продукте изменилось? Изменилось поле прайс. Вот его и синхронизируем с таблицей. То есть, если вы на ходу сказали, мне надо добавить картинку в продукт, замечательно. Создали новый объект, xLite, model, image, product, image. Создали ему там URL, ему там задали, там ширину, высоту, и просто говорите, что продукт, images, add, так, как это делал, пишу прямо здесь, внизу. То есть у вас есть продукт, прямого доступа до свойств нету, есть только методы. Вы говорите add, вот ваш формированный image. То есть за счет того, что вы для этой связки объявили, что у вас Cascade All, image сам, не надо знакомить с системой. То есть не надо говорить системе, система, а вот тут есть новая модель, ты как будешь синхронизироваться, ты ее тоже синхронизируй. Нет, система сама посмотрит, скажет, ага, я знаю, то есть вы сказали после вот этой, сказали sync, а система сама, ага, я знаю о продукте, хорошо, а что в продукте изменилось? Ага, в него добавилась новая картинка, значит и о картинке я тоже знаю, и значит картинку я добавлю. Соответственно, вы можете, например, у нас это работает и на удаление, и на обновление, то есть вы можете сказать нет, все картинки будут удалены. То есть множество картинок, сказали клик, то есть сказали синка, ой, продукт больше не знает о своих картинках. Картинка без продукта существовать не может, ты удалена. Все удалены, все картинки продукта. То есть это удобно, и это заслоняет вас от базы данных. Нет ресертов, нет апдейтов, есть вот это состояние внутри софта, то есть некое состояние каких-то вытащенных продуктов, категорий, заказов, как-то. И вы синхронизируете это состояние с базой данных. Соответственно, вы можете синхронизироваться не сразу после операции. То есть, например, есть у вас в контроллере, то есть вы создаете продукт. Соответственно, у вас есть контроллер, и в нем есть метод, который отвечает за создание продукта. Вот такого высшего уровня. То есть это там do action add, такие. То есть do action префикс, add это имя собственное для действия. И в нем вот вы хорошо создали продукт, ознакомили ядро доктрины с ним, и все. То есть в ядре больше нет сущности, нет опций. Опции это модуль. Все остальное модуль.
Но, например, встал на самом деле модуль, который добавляет для каждого нового продукта дефолтную картинку, заранее известную картинку. Вы в своем модуле перекрываете этот контроллер и говорите: ага, вот у меня создался продукт, а я вот беру в него и добавляю эту картинку. Синк делаться сейчас не будет. То есть вы вот в этом каком-то prepare методе просто добавили картинку и забыли все. Вы не делаете синк сразу. Синк будет сделан где-то уровнем выше. Возможно, даже вот эту синхронизацию состояния можно делать вообще один раз. Потому что вы не синхронизируете запись. В отличие от аналогичных подходов, вот Active Record есть здесь подход именно fork, а есть Active Record, когда именно запись сохраняется. Здесь сохраняется состояние. То есть вы накидываете, так, система, ты знаешь об этом, так, система, я достал там конфигурационную переменную, поменял ее, я достал категорию, поменял ее название, и они синкуют. Синк будет потом когда-нибудь. Когда вся эта операция завершится, вот экшен, и вот в конце всего экшена говорится, а теперь синхронизация, вот все, что вы поменяли, ведь все, что вы меняли, оно запомнено в доктрине. Вы же, когда меняете модель, вы ее сначала как бы вытаскиваете, доктрина ее запоминает, вы меняете в ней, например, категорию имя поменяли, доктрина, ну окей, хорошо, объект имя поменялся. И потом, когда вы делаете синхронизацию, она говорит: ага, у меня есть там 50 объектов, а что у них поменялось? В первом ничего, во втором ничего, а третье поменялось, и категория. Что поменялось? Имя. Вот имя мы сохраняем. И получается, что с вас снимается вот этот груз, знать, что же вы там поменяли до конца, поменяли ли. Может, вы просто продукт достали, ничего не сделали. Потому что в экскансе такой часто: ага, там кто-то что-то поменял, а дай-ка я продукт сохраню-ка я, на всякий случай. То есть такого нет никакого на всякий случай. То есть вы вольны вот этим облаком вытащенных объектов делать что угодно. Удалять. То есть, да, причем модуль до вас, у него имя поменял, а вы удалили. Вот такая логика. У него логика имя менять, а вас удалить. То есть, например, ваш модуль запрещает продукты добавлять. Запросто. Вот вы в конце встали и сказали: вот создал продукт, молодец, или кроме этого, существует на моделях есть различные события. То есть, когда модель добавляется, вызывается одно событие, причем прямо на модели дергается определенный метод. Когда удаляется, дергается другой метод, то есть, соответственно, вы можете на него вешаться. То есть, если вам надо создать запись, и часто такое бывает, поле date, которое заполняется только во время создания. То есть вы можете создать метод, там, в принципе, даже не обязательно следовать именованию, любой метод, главное в аннотации к нему написать, в комментарии написать, что там собака преперсист. И для этого, например, для свойства date задать таймер. Соответственно, такой метод будет вызван только один раз, когда ваша сущность, например, тот же самый продукт, он создается. Он не вызовется при апдейте. То есть, соответственно, можно, вешаясь на эти события, на события удаления, например, если картинка, то есть, когда модель удаляется, надо удалить файл. Замечательно. Можно создать метод, назначить, что этот метод отнесен к определенному событию, и в этом методе этот файл удалить. Соответственно, он будет удален только тогда, когда модель будет удалена сама. То есть вам не надо ловить: ага, я сейчас просканирую, а у всех ли там, вот у меня есть набор файлов, у меня есть набор записей в таблице, а у всех ли там, у меня есть файлы, а все ли они есть в таблице, а которых нет, я сейчас удалю. То есть нет такого. То есть здесь именно четко удалил модель, она может удалить за собой файл, еще что-то. То, что view запирает в себе логику, это одновременно плюс и минус. То есть сами view достаточно тяжелые, и там надо когда пишете сами виджеты, надо аккуратно писать. Вся логика там. То есть слишком легко там накосячить. То есть вытащить лишние данные заранее, что-то еще что-то. То есть вытаскиваете данные только когда они вам нужны. То есть, если у вас есть метод getProduct, то он продукт достает только когда вызван. Виджеты могут принимать параметры, то есть виджет
может быть вызван то есть вот вызов виджета, например. Причем вот это, кстати, хитрый вызов. Это вызов виджета без передачи ему класса, то есть просто с темплейтом. В связи с тем, что еще есть класс, все виджеты, у нас любой темплейт вызывается из какого-то виджета. Соответственно, бывают случаи, когда не нужна новая логика. Надо просто показать там, я не знаю, что-то маленькое. Просто в отдельном темплейте, чтобы потом его там кто-то мог перекрыть в своем скине. В этом случае вам не надо какой-то искусственно выдумывать, создавать пустой класс, view, виджета, чтобы ради того, чтобы показать темплейт. Нет. Вы можете вызвать виджет, опустить у него имя класса, то есть обычно же пишут как-то есть класс, и здесь там что-нибудь типа там view, там price. Да? То есть нет, вы такое не пишете. Вы пишете просто сразу передаете ему темплейт. Вызовется этот же виджет у вас текущий, то есть там вызываете это в контексте, то есть это темплейт, например, там продукта, слайд вызовется его копия, просто не с этим темплейтом, а с новым темплейтом, который вы указали. То есть вам будут доступны всякие там локальные get product, get там discount price какой-нибудь, который вы сюда засунули. То есть вот это все будет. Вот. Но базовый вызов виджета в темплейте, то есть он примерно такой, так, не примерно точно. Соответственно, вот мы вызвали цену, да, то есть, но явно ему, как и в экскарте, в темплейт, надо передавать какие-то параметры. Соответственно, параметры, в принципе, можно передавать свободно, с одной стороны. С другой стороны, каждый виджет волен назначить явный список этих параметров. Причем назначить его с валидацией. То есть, например, что такой-то параметр он условный интегр. Соответственно, продукт, такая конструкция. То есть здесь мы видим, что виджету такому будет создан объект вот такого-то класса, ему будет передано свойство с именем продукт, а значение, вот, внутри скобки, будет взято от текущего виджета, от такого же свойства продукт. Здесь начинаются всякие чудеса, которые остались у нас от LC2, чему я не очень доволен, но с другой стороны, наверное, останутся так, не всегда. То есть у виджета нет свойства продукта. Может не быть вообще. Сам механизм смотрит, ага, у нас есть текущий объект. Что нам запросили? Запросили у нас свойство продукт. Есть свойство продукт? Нет. Хорошо. А что, если мы к нему прибавим get? Первую букву сделаем большим и предположим, что это метод. А вот такой метод есть? Есть. Клево. Вызываем. Там, хорошо. Такого метода нет. А вот такой метод есть с изом в начале? Тоже нет. Беда. Хорошо. И вот тот, кажется, я говорил про контроллера, говорит, ага, а тогда мы возьмем контроллер и у него спросим, а есть ли у тебя вот такой метод? Контроллер сказал, и у меня тоже нет. Система, слава богу, фатал-ерор. Мало я, все, нет. Соответственно, такие вот чудеса, они остались. Причем они на самом деле могут быть даже еще чудесней, потому что есть цепочки. Как-то слабенько получилось. Options, что-нибудь типа там first, что-нибудь типа для начала. Фигурные скобки. То есть фигурные скобки здесь интерпретируются как конструкция языка Flexi. Можно без фигурных скобок. 1, 2, 3. В данном случае в свойство product будет передана строка 1, 2, 3. В связи с тем, что кавычки у нас заняты, кавычками двойными и альтернатными обрамляются вообще вот эти пары параметров.
то как же, например, есть у нас, я не знаю, ну там нет, не знаю, фантазия кончилась. Фантазия точно кончилась. Get object. Ему надо передать на вход, что надо объект достать не простой, а продукт, предположим. Ну, есть у вас такой метод, ему на вход что-то передать. Кавычки использовать нельзя, то есть вот так нет. И так нельзя, и одинаково нельзя. Окей, привет, LC2. У нас есть решетки. Решетки внутри таких конструкций — это вместо двойных кавычек. То есть вы здесь пишете продукт. Ой, не строка. Число. Нет, число все просто. 1, 2, 3. Ой, не число. Массив на самом деле надо передать. Ладно, мне на камеру пишет, будем без мата. Так, продукт. 5. То есть вот эта конструкция. Так, там оправлены, чтобы сжать отвёрся. Так, то есть это мы передаем на вход методу getObject массив, у которого ячейка с именем product ссылается на атрибут 5. То есть вот это равно больше. То есть то самое, вот как массив строится. Да, это крышечка. Вот так вот. Встречается такое нечасто. Вот, то есть, где у нас чаще всего применяются массивы? Во-первых, это build URL, то есть у нас все URL строятся через определенный метод. То есть у нас нельзя просто взять, там, я создал А, у него href равно index.html, или target равно там чему-то. То есть у нас могут быть clean URL включены, мы можем работать из-под Drupal, то есть построение URL, оно сложное достаточно. Соответственно, то есть вот, нам надо передать ему URL параметр, замечательно, вот мы строим его. Ладно, я не буду стирать. Первый аргумент target. Причем, кстати, build URL куплен из внутри PHP, это универсальный подход, то есть там продукт. А дальше у нас запятые остались, да. Что мы сохранили. Дальше нельзя после запятой ставить. Слушайте, он в курсе. Пробел, пробел. То есть запятая сразу. Да, сейчас есть пробел. Дальше идет action. То есть в случае с кодом action определяет в контроллере тот самый метод action действия. То есть это action там add, например, то есть добавить message, например, там remove или еще что-то. То есть то, что вы в контроллере зададите. Соответственно, здесь он на втором месте, это может быть, например, там update. А дальше вам, например, надо передать ID-шный продукт. Ну и вот и получается, что третий аргумент это массив, ID, продукт, get ID. Это один. А их может быть много. То есть, и вот такая конструкция, она уже может быть достаточно большой. Да, это немножечко коряво, чуть-чуть. Вот. Это данность. Да, это translate. Так, массив я тоже не буду стирать. Принцип работы переводов, то есть у нас мультиязычность, соответственно, принцип работы переводов, у нас нет LNG массива, то есть никакого массива, есть функция T, которая работает там, через собственные механизмы, через собственные драйверы, там, через GetText может работать. И ключом является не обезличенное вот этот вот там LBL, там, enter product какой-нибудь там подчет, да? А прям метка дефолтная на английском языке, она является ключом. Это принцип из GetText был взят. Она обеспечивает то, что вы можете прямо здесь вставить метку, она будет в вашем модуле, она будет уникальна, но она будет нормально как бы, читаться по-английски. В связи с тем, что перевода к ней нет, в том числе с перевода с английского на как бы, правильный английский, то выглядится просто она сама. То есть, если здесь enter product, то вот end product и выведется.
То есть вам не обязательно городить сами языковые метки в базе. Вы, в принципе, вы можете схалявничать, и в вашем модуле вообще может быть языковых меток в базе. Вопрос можно? Да. А длинные языковые там, контенты, длинные сообщения, например, они как вот длинные контенты, это единственное исключение, вот их лучше всего оформлять все-таки. Ну, здесь нехорошо будет, здесь будет там, стакан головой. да? То есть их вы оформляете в виде языковых меток, там в своем YAML файле, там я тебе попозже расскажу. То есть у нас данные не в SQL, не insert int, а там своя структура данных. То есть вот ради этого стоит создавать языковую метку. Еще почему ее стоит создавать, если о ней есть запись в базе, она будет доступна через админский интерфейс к переводу. То есть он может создать языковую метку. И если он создаст agent product у себя в админке и скажет, что вот есть метка с именем agent product, и я для нее задаю английское же имя new product, то вот здесь даже на английском, то есть у вас английский язык один вообще, предположим, то вместо agent product будет перевод с английского на английский, будет new product будет показывать. То есть такой функционал тоже есть. То есть это, в принципе, такое неявная подмена метод через это может осуществляться. То есть если в вашей кастоме вместо слова product там надо показывать там категории, то вы просто записью в базе это сделаете. Это нехорошо, но это можно. И это, а дальше вот, то есть substitution, все то же самое, как в Xcart. То есть если надо что-то в метке подставить, то дальше идет массив. Ключ значение, ключ значение, ключ значение. Это второе наиболее частое применение так массива. В принципе, больше применений я сейчас сходу-то не вспомню. Это вот места, где как раз применяется такая моностоидальная конструкция. Вот. Нельзя было как-то расширить где-то лексии, какой-нибудь сахар добавить, Мы расширим, пока, в общем, нет. У нас. То есть в будущем, да, сделаем. Пока нет. А там кто-то говорил, что логику надо из темплейтов выносить. Просто надо было написать get log, а он там вообще... Да, то есть, не, ну, как бы и так тоже можно. То есть в данном случае build-to-rel, он является, кстати, методом самого верхнего виджета xlite view view. То есть у нас все абстрактные классы, они с буквой А впереди большой. Вот. И в нем объявлен, то есть вы можете его вызывать внутри PHP кода, либо в темплейте. То есть в темплейте вам доступны все свойства данного виджета. А вообще, да, по идее, вам надо заводить. То есть если нужен URL, то есть вы внутри себя заводите там, get URL какой-нибудь, там в нем пишете. Против чего мы в темплейте именно сильно против, это именно логика. То есть build URL это не совсем логика. Это больше полухелпер такой, как и T, например. Ведь, в принципе, вывод T, перевода, его тоже, по идее, бы запереть бы. Но это как бы константная вещь. А вот, например, показывать какой-то блок внутри темплейта или не показывать, то есть именно вот то, что называется логикой. То есть, например, мы показываем этот блок, если цена больше сотни. Пришел модуль и сказал, нет, этот блок нам показывать, если цена больше 200. То есть это явная логика. И вот это уже, да, это строго внутри PHP, чтобы другие могли влиять. Потому что вот на тот же самый build-tool, в принципе, этот build-tool, он всего лишь упрется потом в служебный класс xlite core оператор. И, да, и в нем, перекрыв его в своем модуле и ориентируясь на аргументы пришедшие, ты можешь сказать, что вот если у меня запросили URL для таргета product и экшена remove, то я ему на самом деле верну с таргетом категории и с экшеном add. Базовая проблема, о которой я говорил, то есть то, что в Xcart много, то есть есть темплейты, а вот как бы врезаться в темплейт? С одной стороны, вроде бы да, ведь в принципе достаточно покрошить темплейты помельче, просто их вызывать, то есть есть там темплейт продукта, он состоит из вызвать темплейт такой, 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 такой. Но это не совсем гибко. При помощи альтернативного скина вы можете также, как в Xcart, подстановкой, то есть у вас скин, если пути на темплейты совпадают, будет использоваться темплейт из скина. Но
это скин, а как же модуль? То есть если модулю надо вставить в блок на странице продукта, например, повыше маркет-прайса, и там показать, что, например, по вторникам скидка 5%. Он не графичен скин из-за этого. Это получается, каждый модуль будет графить скин. Дописывать эти темплейты. Нет, это плохо. В определенных местах вызывается не темплейт, вызывается лист. Он вызывается схожим образом. Буквально лист, name, там что-нибудь типа admin центр, реально существующий лист. То есть что в данном случае будет сделано? То есть банально в базе данных хранится в специальной табличке связка, что вот есть имя листа, и какие в этом листе используются темплейт и виджеты. Чтобы темплейт мог использоваться внутри листа, есть вот такая директива в комментариях. Примерно такая же, буквально без примера, такая же директива используется, может использоваться в комментариях к классу виджета. То есть она говорит, что этот темплейт является детем листа с таким именем и с таким весом. Соответственно, когда будет где-то в каком-то месте показан лист с именем admin.my.page.content.center, то будут вытащены там, там база данных, дай мне, кто там у нас там входит. Ты, и ты, центр TPL с весом 10. Они будут отсортированы по весу, от минимального к максимальному, и просто по очереди будут показывать на месте вот такого вызова с именем. Соответственно, модуль у себя в папочке в скине, прямо в дефолтном скине, там скин, дефолт, это дефолтный кастомерский скин, там ген, модулис, там quality, тест, может написать темплейт, в котором точно так же объявить, что он дитё листа, кстати, такие директивы несколько, можно дитё нескольких листов. И при построении кэша классов декоратор побежится по классам и по темплейтам и перестроит и обновит эти записи в базе. И таким образом модуль, ничего не меняя, врежется в этот список на определенном месте с определенным весом. И вот в кастомерке у нас практически вся кастомерка разбита на листы, которые внутри другого листа, внутри другого листа, внутри другого листа. То есть все очень подоблено мелко, поэтому врезаться можно в любое место. Соответственно, кратко по листам. То есть так мы решили проблему, что модуль может врезаться в любое место. То есть то, что скин меняет темплейты, это замещающие скины, как вы сказали, а то, что модуль врезается в любое место, это список этих листов. Много. Соответственно, вот если сейчас сказать count по всем листам, Структура есть? Сейчас. Вот 864 сущности вписаны в какие-то листы. То есть если там лист, 240 всяких листов. То есть, да, причем, кстати, да, полно листов, где сущность аж одна. То есть зачастую листы созданы вроде бы на пустом месте, но как бы на тех местах, где мы, когда дорогили все на темплейты, предполагали, что туда разработчикам надо будет встраиваться. То есть многие листы, которые вы будете находить, вы будете искать, а что туда входит, и будете понимать, что вот соседний темплейт, он является единственным детем вот этого списка. Но на самом деле это сделано, чтобы разработчик мог буквально куда угодно. Это там и страница карты, и список кнопок у карты, например, тоже лист. То есть вы можете расстроиться просто. А легко найти, куда встроиться можно? То есть, я не знаю. А здесь работает наш любимый греб. То есть ты можешь поискать, что по всем темплейтам, а где называется такой-то лист. Да, то есть это работает. Соответственно, гребом ты можешь найти и точки вызова листа, и гребом же ты найдешь, кто встраивается в этот лист среди виджетов и среди темплейтов. Модуль – это совокупность классов в директории, то есть класса с xlite модуля, дальше имя автора, то есть, видимо, вот Inhale, наверное, у вас там полетим, как-то имя автора будет краткое, хоть Inhale, в общем, пофиг. X-Ray это наши, то есть это мировые модули, то есть вот.
Дальше слэш, краткое имя модуля. То есть, ну, там чуть-чуть, и какой-нибудь. Вот. А модуль обязательно должен у себя содержать манифест. Ну, в LC2 манифест был типа ini файла, здесь манифест это класс. Это main.php, он всегда одинаково называется у любого модуля. Он изначально абстрактный, то есть от него не получается объект, то есть это фактически такой сборище функций. Вот. Он что в себе несет? Он несет главное. Это человекочитаемое имя модуля, имя компании, имя автора. Вот. Свое описание подробное, прям метод get description, своя версия. Версия как бы ветки, например, 1.2, то есть 1.2, и версия внутри ветки, там, например, там 5. Вот, то есть вместе это составляется полная версия модуля, то есть 1.2.5. Ну, и дальше такой метод с getSettingsFont, это имеет он настройки или нет. То есть, в принципе, сам модуль, то есть у нас точно так же в Xcode есть конфиг, то есть также есть табличка config, и также лежат данные, примерно так же иерархии, также устроен. Он может туда записать какие-то данные, как-то их там хранить, позволять редактировать или нет, как бы это на усмотрение манифеста именно. Именно манифест, у него есть метод, который возвращает, можно редактировать свойства или эти настройки или нет. То есть он, например, их редактировать может не через общий интерфейс, а как-то визардом как-то особо там сделать. Например, если вы сможете. И третье, для чего нужен main.php, самое важное, там есть так называемый post-cache build hook. Это метод определенный, который, если он объявлен в данном файле, он вызовется после перестройки кэша в самом конце. И вот в этом хуке хоть трава не расти. То есть, что вы там можете делать? То есть, вам не понравилось, что, например, в каком-то списке кнопка, какая там, оттука, да? Чекаут, Кнопка sort справа. То есть, список рисуется, то есть, сначала один блок, второй блок, третий блок, четвертый блок. Надо сорт туда перенести. Мы говорим, что вес у сорта теперь не 100, а минус 10. Прямо говорите, достать такую-то модель, достали модель записи в view-листе, сказали, стрелочка set order by минус 10, там флажки, синхронизация базы, все, синхронизировать. То есть таким образом ваш модуль, в принципе, не имея ничего кроме манифеста, вот этого main.php, может конкретно веселиться со списком виджетов. То есть кнопки поменять местами. То есть вот банально, то есть чтобы на карте кнопка update и кнопка clear поменялась местами. Это делается чисто манифестом. Модуль будет стоять только из них. Ну а что, чуть-чуть еще больше чуть-чуть, да. Ну CSS-ку там может подправить, что надо, не знаю, цвет. Вот. Соответственно, если какой-то из списка надо что-то грохнуть, то есть кнопка clear card не должна показываться. Тоже одно же. Берем, грохаем запись. Если наоборот надо запись из одного списка перенести в другой, то же самое, тоже так же. Если нужны еще какие-то действия, которые делаются вот так вот разово при перестройке кэша, это вот все вот этот хук, этот метод. Все в нем. Дальше. Зависимость. Как управляется зависимостями между модулями. То есть, например, у нас есть модуль Product Variants, который должен стать строго после Product Options. Ну, здесь зависимости есть два уровня. То есть первая зависимость — это когда модуль прям зависим, он не встанет без другого модуля. То есть Product Variants на опциях, без опций никак. Вот. И другая зависимость — это когда какой-то класс зависит от другого класса, другого модуля. То есть, банальный пример, есть у нас Drupal коннектор, чтобы соединять наш Xcode с Drupal, есть XML sitemap, который позволяет по продуктам, по категориям строить XML sitemap. Так вот, XML sitemap Drupal, он там тоже есть, и ему, по идее, передавать бы данные. Сказать,
есть до этого, в самой первой версии, мы вынуждены были сделать второй модуль XML sitemap for Drupal, который соединяет эти два модуля Drupal Connector и XML sitemap. После этого, мы когда посмотрели, что мы сделали, ужаснулись, и сделали специальную директиву LC Dependencies. Тоже документация еще есть, подробности не буду останавливаться. Вы пишете над классом ее, и таким образом помечаете класс, что этот класс вообще участвует в декорации, он вообще появляется в Варане, только тогда, когда такой-то модуль установлен. И там пишется, что модуль или модули. То есть, и там пишется там, cdf/product options. То есть там такой-то класс, только если product options установлен, он встанет. Причем он, опять-таки, он может быть декоратором, а может быть просто классом. Вот. Это вот что касательно зависимостей. И в этом же случае, вот, кстати, в случае с классом, он станет после класса, кстати, показали, когда он стал предвоенным? Ну, мне кажется, это себе вопрос. Вот. Не, я не помню. Ты забыл. Причем, да. То есть, по идее, вот этот класс, который говорит, что он зависит от другого класса, он должен вставать за ним. То есть, если он какой-то там перекрыл какой-нибудь getPrice, то вот он его стопудово перекроет своим. Вот. А если такой зависимости нет, если ничего не прописано, то модули у нас сортируются, декорируются по алфавиту. То есть модуль, у которого имя начинается на X, заруливает модуль, который начинается на A. Если оба перекрыли модель продукта, и у обоих есть getPrice, то последний станет какой-нибудь там, X-comparison какой-нибудь, что-нибудь такое. А он станет первым, и его getPrice просто ни о чем. А дальше, кратенько, то есть, что человеку может понадобиться, когда он пишет модуль. То есть, про модели я рассказал, то есть вы создаете класс, там слайд, модули, там, кулитим, тест, модель, продукт, в нем создаете свойства SuperSku, и то, что наследуется от Xlite модель продукт, имплементирует Xlite base и декоратор, переставите кэш классов, бах, все, у модели есть свойства в таблице, оно есть, оно может участвовать в поиске, оно показывается, и т.д. и т.п. Дальше. Если вам надо создать страничку в админке, то есть любая страничка состоит из себя, это контроллер и это виджет самой страницы. Контроллер, соответственно, вы пишете в своем модуле, там, аудитория модуля, контроллер, например, админ, там, messages, здесь у меня есть клавиатурный даже примерчик. А если оно данных не принимает, контроллер все равно нужен? Чего еще? Если он данных не принимает, А что он делает? погоду показывает. А продукт показывает где? То есть что? То есть если он что-то показывает, соответственно, контроллеры вам не нужны, это уже к тем самым спискам продукта. То есть если тебе надо показать продукт, например, в подвале, или продукт случайно, то ты берешь, смотришь, какой там список, делаешь свой виджет, этим для виджета указываешь, в каком он списке, а в виджет ты говоришь, там, вытащить продукт, и в его темплейте пишешь, что там продукт, там product.name, там покажись. Все, буквально. То есть если это. А если контроллер, то есть вот вы пишете такой слайд модуля, там ваш автор, ваше имя, контроллер admin, message, и вот он контроллер. То есть вот, единственный нюанс это предсформированный контроллер для списка сущностей. Это то, что я сейчас буду рассказывать. И в принципе контроллер может быть пустым. То есть вот так. Все. То есть вот это заведется. То есть такой контроллер говорит о том, что у него нету тайтла с одной стороны, с другой стороны у него нет ни одного экшена. То есть он в принципе создан только для того, чтобы как бы передать управление дальше виджету, а ты там виджет что-то покажи, там что-то надо показывать. Вот. Потому что бывают экшены, они обычно выглядят вот так. То есть экшен определяется по имени. То есть new экшен обязательный префикс у метода. Дальше идет search, это уже значение экшена. То есть action равно search,
он вызовет вот этот клиент. Соответственно, если вы сделали что-то постом, то есть этот экшен вызывается через пост, после него будет обязательный редирект просто на этот же таргет. То есть он как бы на месте будет. Ну и, собственно говоря, и все. То есть контроллер, в принципе, для пустой странички он может быть пустым. Дальше виджет. С виджетом важно, что у нас есть виджет xslide view view. То есть это абстрактный виджет всея Руси как бы. Все у нас все виджеты, их рендеринг идет строго от шаблонов. То есть, грубо говоря, виджет без шаблона, да вот я такого и не помню. Нет такого. То, в принципе, может быть, это не очень хорошо, но нормально. Соответственно, когда, то есть вы берете свой класс, порождаете его от то есть, директории view, здесь готовый виджет, вы порождаете его от xslide view view. Дальше вы указываете вот такой метод getDefaultTemplate, где указываете путь до шаблона относительно скина. То есть не относительно там общего рута, там skins default, а относительно скина, потому что скин-то может быть вообще какой-то левый. Потому что один и тот же виджет может быть вызван как в админке, так и в кастомерке. И вообще пришел какой-то модуль со своим скином, и ваш уже скин не дефаулт, ваш кастомерский, а какой-нибудь там грин. И в принципе, кроме вот этого темплейта, вам больше особо дополнительно ничего называть не надо. Дальше, если он у вас, это виджет, который встает в центре, то он должен быть детем двух списков определенных. Если это админка, это админ.центр, если это кастомерка, то это просто центр. В этом случае он попадет в такой мегасписок всех виджетов, предназначенных для центра страницы. Там целый сом их. Единственное, если это админка, еще вот такой надо указать, что это зона именно админ. Если ее опустить, подразумевается, что зона кастомерская. Вот. И опять, если он предназначен для центра, то вот такая директива, такой метод, он именно статичный, он возвращает, для каких таргетов он предназначен. Потому что, в принципе, если ее опустить, то он будет показан для всех таргетов на всех страницах. Что, в принципе, тоже надо, например. Ну, баннер. Например, баннер должен показываться всегда. Или какой-то дополнительный футер, какие-то quick-links, например. Они тоже должны быть показаны всегда. Вот, а исключающие возможности нельзя? То есть для какого-то таргета нет указа? Нет, такого нет, но в принципе можно, директивы есть глупые. Видишь, она статика. Она статика ради того, чтобы не инстанцировать новый view. Но в принципе можно это удалить и задействовать метод isVisible. IsVisible работает уже в контексте объекта, не класса. И в нем ты можешь поставить любое условие, какое хочешь. Там он возвращает не массив этих таргетов, он возвращает либо true, либо false. Все. И, соответственно, его потом перекроют. Например, ты сделал для категории продуктов, а кому-то понадобилось показывать еще в карте, соответственно, в карте тоже. Вот. Что вы будете показывать в темплейте? Пофиг. Темплейт может быть пустым, в нем может быть 1, 2, 3, в нем может быть get product какой-нибудь, в нем может быть get вот что-то отсюда, что вы здесь объявите. Все. Этот механизм универсален и для кастомерки, и для админки. То есть кастомерка и админка будут отличаться только этой директивой. В какой список это встраивается. Вот. И все. То есть, чтобы завести принципиально маленькую страничку, как бы больше ничего не надо. У нас цена, которая в базе, и цена, которая показывается, два разных метода. Есть getPrice, а есть getDisplayPrice. То есть есть список как бы бихейверов, то есть как бы не поведений даже, а модификаторов цены. То есть ты можешь объявить у себя микрокласс, который скажет, я влияю на цену внутри модели, влияю на модель продукта поле цена. Он врезается и начинает ее на ходу менять. И получается цепочка модификаторов поля, где getPrice это то, что в базе, а чуваку на самом деле показалось совсем другая цена.
Так устроена в частности вата. То есть вот когда до ваты дошли, когда у нас возникла нужда вот эти вот вычитания обратные делать, то есть мы так подумали, немало прифигели, и написали такую систему, что всякие модули скидок могут так реализоваться. И они вот это вот корежат цену на ходу. И опять-таки этот список унификаторов, у него опять-таки есть вес. То есть ты можешь прийти и, не добавив ничего нового, просто сказать, а вот давай-ка сейл станет перед ватами. То есть, или, например, там купоны после сейла. А как купоны могут стать перед кем-то, или если у вас модули выстраиваются по алфавиту? Нет, смотри, это модификаторы поля. У них другой, ты регистрируешь свой модификатор поля, и при регистрации указываешь вес. Но это опять-таки ничего не мешает другому прийти туда, в это место, и сказать, что у меня вес другой. То есть это уже не классы, это уже не декорирование вот это. Это уже другой отдельный механизм. Единственное, он такой, он в полуэкспериментальном состоянии, но пока он себя оправдывает. Как бы. То есть цель выделить из цены, как бы разделить. Вот есть цена, которая в базе, есть цена чистая, есть цена как бы с налогами, есть как бы цена без налогов, есть цена, которую надо показывать. То есть вот и разные модификаторы, как бы они вот по-разному ее модифицируют для разных назначений. Вот так вот. Ну, видимо, все так. У нас вопросов нет. Еще вопросов нет? Все устали? Все, спасибо вам.